if we can ever travel again, I suggest that everybody go to Badarik Ashram some summer. И если мы когда-либо сможем снова путешествовать, то я всем вам рекомендую отправиться в Бадрикашрам летом. There's a famous Himalayan parikram. It's called the Chardam parikram. Существует известная парикрама по Гималаям, которая называется Чардам парикрама. And it's Jamnotri, the source of the Jamuna, Gangotri, the source of the Ganga, Kedarnath, and Badrinath. Она включает в себя Ямунотри, исток Ямуны, Ганготри, исток Ганги, Кедранат и Бадринат. And to go by car, it takes you 2 weeks. И если ехать на машине, это занимает 2 недели. Because you have to drive up, and then you have to drive back down, and you have to drive back up, and you have to drive back down. Потому что нужно ехать сначала вверх, потом спускаться вниз, потом опять ехать вверх, потом опять спускаться вниз. But it's a very celestial parikram. Это божественная парикрама. And about a month ago, I was speaking with Говинда Свами, and we were speaking to one devotee who was in Rishikesh, and we understood that it takes 4 months to walk that parikram. И примерно месяц назад я обсуждал эту парикраму с Индрадюмной с вами, а он в свою очередь обсуждал это с одним преданным из Ришикеша, и мы посчитали в итоге, что потребуется 4 месяца, чтобы пройти ее пешком. And that's something I would like to do while I can still do it. И это то, что я хотел бы сделать, пока у меня еще есть такая возможность. And especially when you go to Gangotri, to go above Gangotri to Gomukh, which is the source of the Ganga. И в особенности, когда идешь в Ганготри, подняться выше Ганготри, дойти до Гомукха, который является прям истоком Ганги. We did that 9 years ago. И я это сделал 9 лет назад. With Shyam Gopal and Vijay Radhika, Вместе с Шьям Гопалом и Виджай Радикой, Radha Mohan and Radharaman Giridhari. Рада Махана и Рада Раманом Гиридхари. And it was wonderful. Это было чудесно. You're walking up along the sides of Mother Ganga. It's a very mystical experience. Да, прогуливаться вдоль берегов Матери Ганги – это такой мистический опыт. And then you go right to the source of the Ganga, and the Ganga flows out of the bottom of a glacier. И потом вы поднимаетесь к самому истоку Ганги, и там Ганга, она вытекает из основания ледника. It's so spiritual. И это на самом деле очень духовно. And just where she flows out, it's impossible to take bath there. И там, в том месте, где она непосредственно вытекает, там невозможно принять омовение. But we went down the Ganga stream about 200 or 300 meters. We took bath there. Но мы спустились вниз по течению 200 или 300 метров и приняли омовение там. It was the coldest water I've ever felt. И это была самая холодная вода, в которой я когда-либо As мылся. soon as you touched it, you start to burn. Как только прикасаешься, она начинает сжечь. But you feel so purified by Mother Ganga. При этом ты чувствуешь сильное очищение благодаря Матери Ганги. Very powerful experience. Это очень могущественный опыт. And when we went, Shyam Gopal became very ill. Когда мы туда пошли, Шьям Гопал очень серьезно заболел. So when we came back down, we had to spend maybe a day and a half, something like that, in Gangotri to try to let him break his fever before we traveled. И на обратном пути нам пришлось провести где-то 1,5 дня в Ганготре, чтобы помочь ему справиться со своей лихорадкой, чтобы мы могли отправиться дальше. And because we lost a few days and we were on schedules, we had to miss Kedarnath. И поскольку нам пришлось пропустить пару дней, мы отстали от расписания, и поэтому не попали в Кедранат. And Kedarnath is the place of Lord Shiva. Кедранат – это обитель Господа Шивы. And then Badrinath is the place of Lord Narayan. А Бадринат – это обитель Господа Нараяна. And just a little above Badrinath, we've mentioned before, is
the place where the Saraswati River flows out of the side of a mountain. И как раньше я упоминал, рядом с Бадринатхом есть место, где река Сарасвати вытекает. And she just flows down, and then she enters into the Alakananda, and then she doesn't come out again until Prayag. И затем она в какое-то время протекает по поверхности, потом она втекает в Алакананду и выходит наружу лишь только where it's going? Prayag. В Праяге. And that's the place where Srila Vyasadeva had his ashram. И это то место, где был ашрам Шарилы Вьясадевы. And you can go sit inside of his cave, and you can chant, and you can very much feel the presence of Srila Vyasadeva. И можно прийти туда, посидеть в его пещере, повторять мантру и почувствовать присутствие Шрилы Вьясадевы. And when we went there, it was a terribly long line to get into the temple. И когда мы туда пришли, это была чрезвычайно длинная очередь, чтобы попасть в этот And храм. we were late, Мы опоздали, and we were at the back of the line, и нам пришлось встать в конец очереди. and they were going to close darshans around 1 in the afternoon. Они собирались закрыть даршан где-то в час дня, And so my mind thought in a way that it generally doesn't think. и мой ум начал думать так, как обычно он не думает. I told Radha Mohan, I said, go up to the door of the temple and tell them that you have an ISKCON Swami. Я сказал Радхамахану, иди к дверям храма и скажи, что с вами здесь, с вами из Искон. And push them to get inside. И постарайся надавить на них, чтобы они нас впустили. So Radha Mohan ran, he did his job. И Радхамахан побежал и сделал все как надо. He came back, he said, let's go. Он вернулся и говорит, So пойдем. we all started running. И мы все побежали. And then when we got to the gate, there were like hundreds of people trying to push in this gate, and they were closing the gate from inside. И когда мы подошли, то там сотни людей, они пытались протиснуться в эти ворота, а изнутри ворота пытались закрыть. But then the officer in charge saw us out there, and he just reached out and physically grabbed us and pulled us inside. Но потом ответственный офицер, он увидел, что мы там, он схватил буквально нас и затащил внутрь. Then we had a very beautiful darshan of Lord Badrinath. И мы получили чудесный даршан Господа Бадринатхи. We just sat right in front of the deity, and the pujari was an elderly man who spoke perfect English, and he explained the whole story of the deity to us. А мы сидели прямо перед божеством, пуджари, пожилой индиец, который говорит на совершенном английском, рассказал нам всю историю божества. And that temple they close every year in October, beginning November, something like that. И этот храм каждый год закрывают в октябре или в начале ноября, примерно так. And they don't open until late April or May. И не открывают до конца апреля, начала мая. And they say that the devatas come and do the puja while the temple is closed. И они говорят, что деваты, полубоги, приходят туда и проводят пуджи во время того, когда храм закрыт. Very mystical place. Это очень мистическое место. Very, very mystical. Очень-очень мистическое. Okay. Therefore, the Lord of Vaikuntha enjoyed those same pastimes while relishing scholastic pleasures with his students. Таким образом, Господь Вайкунтхи наслаждался теми же самыми играми, наслаждаясь ученостью вместе со своими учениками. And at midday, when classes were finished, the Lord would always take his students to the Ganga, and there they would play. И в полдень, когда заканчивались уроки, Господь отводил своих учеников на Гангу, и они там играли. And after sporting in the Ganga for some time, the Lord would return home and worship Lord Vishnu. Поиграв в Ганге какое-то время, Господь возвращался домой и поклонялся Господу Вишну. He would water Tulsi Devi and circumambulate Tulsi Devi. Он поливал Тулси Деви, обходил вокруг нее.
and then he would chant the names of Hari as he sat down to take prasadam. И затем он повторял имена Хари после того, как садился вкусить прасад. So it must have been extraordinarily beautiful. Это наверняка было чрезвычайно красиво. Here you have Nimai, who is the all-attractive Supreme Personality of Godhead, and he's being served rice by his wife Lakshmi Devi. Вот представляете, Нимай, всепривлекающий Верховный Господь Вайкунтхи, и его жена Лакшми подает ему рис. And Sachi would just sit on the side and observe with full satisfaction. И Шачи, она просто сидела в сторонке и наблюдала все это в полном удовлетворении. And after the Lord would finish his meal, he would chew betel nuts, and then he would rest on his bed, and Lakshmi would massage his legs and feet. Закончив свою трапезу, Господь жевал орехи бетеля и затем ложился на кровать отдыхать, а в это время Лакшми массировала его лотосные стопы и икры. And after resting, it was back to the books. А после отдыха Господь опять начинал читать книги. And then he would go about the city, and he would perform various pastimes, and he would smile, and he would speak to the residents of Navadvip. И затем Господь отправлялся в город, являл там различные игры и деяния, он общался с обитателями города и улыбался им. And still the people didn't know who he was. И до сих пор люди не знали, кто он такой. But whenever they saw him, they would offer their obeisances to him. Но когда бы они его не встретили, они всегда предлагали ему свое почтение и поклоны. Although Sri Sachinandan is rarely seen, even by the demigods, now he wandered the streets of Navadvip in the full sight of everyone. Несмотря на то, что Шри Шачинандану очень редко видят даже полубоги, сейчас он ходит по улицам Навадвипы, и его может видеть каждый. So now we're going to hear of the Lord's pastimes with the different people in Navadvip. Теперь мы услышим о разных играх Господа с разными жителями Навадвипы. One day the Lord went to the home of a weaver, and the weaver offered his respectful obeisances to the Lord. Person who weaves cloth. Like tailor. Not tailor. You know, they have these mills where they put threads inside and the things move like that. He was a weaver. Однажды Господь пришел домой к ткачу, и этот ткач почтительно предложил ему свои поклоны. Now, I don't know about now, but before many years, the entire Mayapur area, so many places you could go, there were weaving shops set up. Не знаю, как сейчас, но в былые времена вокруг Майяпура было очень много таких как магазинчиков, в которых ткали ткань. And I think that at Jagannath Temple they always sold cottage industry handloom cloth made by devotees. И кажется, в храме Джаганатхи постоянно продавали ткани, которые сотканы в домашних условиях.